Всем привет, меня зовут Саша, и это настоящие новости страйкбола. Обязательно досмотрите это видео до конца, ведь в конце вас ждет приятный сюрприз. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Итак, обычно в это время года затишья и новостей особо нет, но этот год аномальный по всем показателям, и производители работают, несмотря на жару. Начнем с новостей от LCT. Игрок из Великобритании True Mobster опубликовал видео с распаковкой первой выпущенной в мире СВД от компании LCT. Так, подождите, получается, СВД от LCT уже существует? На самом деле данный образец был призом конкурса LCT Short Film Contest. Новинка еще не поступила в продажу, но уже сейчас вышеупомянутый человек является владельцем версии с деревянным прикладом и цевьем. Ролик, который он выложил, кстати, только про распаковку, ничего отдельного Mobster не рассказал. Ждем официальной информации от LCT. От себя смею предположить, что это будет очень близкий клон СВД от Real Sword. Еще LCT засветили страйкбольные версии ХК-53А2 и ХК-53А3. На полноразмерную версию ХК-33 я делал обзор для нашего канала, и вы его можете посмотреть. А вот укороченные версии только должны скоро появиться в продаже. Демонстрация работы новинок, кстати, была показана в ролике с анонсом мишенек-уловителей. Насколько я понимаю, будут версии как с имитацией отдачи, так и без нее, ровно как это было с ХК-33. Судя по ролику LCT с вариантами кастомизации линеек G3 и ХК-3353, LCT планирует развивать тему внешнего обвеса для этих карабинов, что, несомненно, должно порадовать фанатов серии. Ценник на ХК-53, скорее всего, будет аналогичен ХК-33, то есть это примерно 30-35 тысяч рублей на наши деньги. В магазин Планета Страйкбола приехала большая поставка, в том числе есть стальные калаши от Iyandel. Вы же помните такую фирму? Есть нетленная классика типа АКМ, АК-74 и АКС-74 и представитель сотой серии АК-105. Еще приехало огромное количество пистолетов KG-Works, VE и KWC. Глоки, кольты, беретты и даже один Desert Eagle и несколько пистолетов Макарова. Есть револьверы, например, легендарный Colt Миротворец от King Arms и даже его укороченная версия. Из экзотики приехал шестиствольный гранатомет ICS MGL и Thompson M1928 с барабанным магазином от King Arms. Ну, это тот, который для настоящих гангстеров. Кроме приводов и пистолетов приехали трассерные насадки от King Green. Есть 6 разных моделей насадок, в том числе та самая с имитацией вспышки пламени при выстреле. Компания S&T анонсировала страйкбольный пулемет МК-46 Mod-1 Sportline. Название как бы намекает на полимерный корпус и легкий вес. Какой-то подробной информации пока нет, но можно предполагать, что внутрянка новинки будет аналогична S&T M249 пара. Также вместе с пулеметом производитель показал запасной короб на 2000 шаров. Начало продаж пулемета и короба запланировано на август этого года. Еще S&T намекает на скорый старт продаж спринговых Lee Enfield N1 MK3. Анонс Энфилда, если вы помните, был в конце прошлого года. Цена и точная дата пока неизвестны, но скорее всего это будет уже этим летом. Мы теперь не ЦИМа, мы теперь Маруй на... Вот это поворот! Наверное, именно так думали инженеры ЦИМа, когда один держал, а второй обводил страйкбольный электродробовик с 3 стволами SGR-12 от Tokyo Marui. У ЦИМа он будет называться скромно CM102 Electric Shotgun, да и стоить, скорее всего, будет дешевле маруевского. Судя по тому, что новинка входит в серию Platinum, качество изготовления и внутрянка должны быть на уровне. Как и у оригинала, внутри стоит 3 ствола с 3 отдельно регулируемыми хопапами. Вес 4 кг 400 грамм. Магазин на 100 шаров. Релиз запланирован на декабрь этого года. ФМА выпустили свою версию тактического блока NGAL. Напомню, что оригинальный NGAL — это новейшая разработка компании Steiner Optics. Новый тактический блок уже официально принят на вооружение в рамках контракта USCOM Squad Aiming Laser. До ФМА страйкбольные реплики NGAL уже делали фирмы Soma Gear и Element. В версии от ФМА будет рабочий красный и ИК лазер, а также фонарик на 230 люменов. Материал нейлон, расцветки черный и песочный, питается батарейками CR123A, в комплекте выносная кнопка, ожидаемая цена 4200 рублей. G&G анонсировали новую хайкапа для спортивных дисциплин, связанных со страйкбольной пневматикой, например, Action Air или Speedsoft. Информации, прямо скажу, пока немного. Это фотка, которую вы уже видели, и то, что новинка выйдет этим летом.
Еще G&G сделали свое зарядное устройство Digital Balance Charger для литий-полимерных и литий-ионных аккумуляторов. Судя по внешнему виду, это максимально простое и понятное устройство без лишних настроек. Ценник там около $50. Кстати, по инсайдерской информации, в скором времени в магазин Airsoft Store приедет большая поставка приводов из Тайваня, включая такие новинки, как спецов привод SSG-1 USR и PCC-45 от G&G, SXP ARK от ACS и другие новинки. Вместе с новинками также приедут такие хиты, как легкие пулеметы CM16 LMG от G&G, марксманка CXP Mars DMR, стальные MP5 от ICS, ну и пистолеты CZ-P09, CZ-75 SP-01 Shadow и CZ Shadow 2 от KG-Works. Мастерская Lotus Arms выпустила свою версию быстрого лоудера. Называется LR3. Внешне он чем-то напоминает лоудер от Odin, но имеет возможность заряжать магазины от АК без дополнительных переходников, а также возможность заряжать магазины для VSS или VAL от LCT. Если оно нужно, то дополнительно можно приобрести переходник, позволяющий заряжать магазины VSS или VAL от 9х39. Еще для него продаются запчасти, что позволяет в случае поломки не приобретать весь лоудер целиком, а просто купить деталь вместо сломанной. Согласитесь, достаточно удобно. Nineball анонсировали кит легкого спуска для Tokyo Marui Sacom MK23. Новинка должна увеличить темп стрельбы и сделать спуск более легким и коротким. В комплект также входит один выпускной клапан магазина для более темповой стрельбы. Все детали выполнены из алюминия. Кит обещают выпустить в продаже уже в этом месяце. Action Army анонсировали цевьё для своего пистолета AAP-01. В комплект поставки будет входить внешний ствол с переходником для установки на пистолет и непосредственно само цевьё. Новинка будет выполнена из алюминия. Вверху, как и положено, есть респланка, по бокам есть интерфейс M-Lock. Старт продаж запланирован на июль этого года. Ориентировочный ценник $75. Strikeart запустили продажи страйкбольного гранатомета AT4 в версии с одним стволом для выстрелов игла. Рекомендованный ценник 18 тысяч рублей за штуку, но в магазине Airsoft Sports он сейчас стоит 16 200 рублей. Дело в том, что до середины июля спорты продают все товары со скидкой в 10%. А еще у них есть специальный раздел «Успей», где можно найти товары с еще большей скидкой. В этом разделе полно всякого внешнего обвеса, внутреннего тюнинга и даже есть привода. Так что, если вы хотите сэкономить, то обязательно зайдите и посмотрите. Ares Airsoft показали свою версию компактного гирбокса со встроенным бесколлекторным мотором. Примерно так же этот блок реализован в 5W Infinity от Система. Что все это значит для обычного пользователя? Это значит, что владельцы АК и М4 с такой внутрянкой могут получить рукоятки без мотора. Еще это значит, что жизнь получат разные версии электропневматических приводов, где не было возможности разместить мотор в рукоятке. Надеюсь, эта тема будет развиваться, и мы войдем в новую эру электропневматических игрушек. Понятно, что все это дело будет стоить дороже, чем классическая схема, по крайней мере на начальном этапе. Но время, конкуренция и рынок все-таки сделают свое дело. Тем временем Scout Snipers закончил разработку карбонового внешнего ствола для снайперских винтовок VSR-10. Ну, карбон и карбон. Что в этом интересного? Ну, например, вес ствольной группы в сборе вместе с внутренним стволиком, хопапом и глушителем всего 394 грамма. Цанговый зажим крепления ствола на срезе. Фрезерованные из D16 крепления. Система фиксации внешнего ствола без резьбовой закрутки в ресивер, одновременно решающая задачу центровки ЦПГ. Вставка в ствол для гашения вибрационных нагрузок из OPEC-75. Выглядит неплохо. Начало приема предзаказов июль этого года. Ориентировочный ценник 5000 рублей. Кстати, о карбоне. PCU Tracer выпустила легкую трассерную насадку PCU Nano Tracer Unit. Она как раз в карбоновом корпусе и весит 35 грамм. Шведская кастомная мастерская Killen Custom сделали адаптер для нижнего ресивера М4. Новинка позволяет устанавливать на привода М4 серии приклады от винтовки SIG MSX, а также все что угодно, что крепится на респланку. Можете туда хоть прицел поставить, хоть напечатанные на 3D принтере яйца, и я не знаю, что вам еще не хватает на вашем приводе. Стоимость адаптера $100, включая доставку по всему миру. AirTech Studio выпустила в продажу трубку для подачи шаров и центровки камеры хопапа для винтовок Silverback SRS A1 и A2. А теперь обещанный сюрприз. В комментариях к этому видео на YouTube, именно на YouTube,
опишите случай с использованием страйкбольной пиротехники, который с вами происходил. Разумеется, интересный случай. Мы прочитаем все комментарии, и автор самой интересной, на наш взгляд, истории будет награжден нами сертификатом на 1000 рублей от магазина Бабахи, который вы можете потратить, как вы понимаете, на покупку страйкбольной пиротехники. Результаты я оглашу в следующем выпуске новостей. Предлагаю обсуждать это видео в комментариях, писать ваши истории, не забывайте ставить ваши увереннейшие пальцы вверх. С вами был Евгеньевич. До скорого!